Всем привет! Сегодня я буду оформлять сюжетный торт по повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством». Тема выбрана мною не случайно. Я этот торт делаю для своей мамы, которая как раз родилась в сочельник. Итак, начинаем оформлять торт. Начинаем с того, что достаем торт из морозилки. В морозилке он у меня провел 12 часов в форме и достаточно легко и просто выходит из формы. Заранее сделала шоколадную смесь для велюра, чтобы он у меня успел остыть до 35 градусов. Велюр я использовала в пропорциях 1 к 1 какао-масло. Чтобы получить белый цвет, я использовала диоксид титана, это сухой краситель. Покрывать велюром я буду в 2 этапа. Первый этап это будет белый велюр, второй этап у меня будет голубой велюр. Я хочу, чтобы он был по низу торта. И для этого я окрашиваю остатки шоколадной смеси жирорастворимыми красителями K-Color, цвет синий. Вот такой красивый торт получился с мелкозернистой поверхностью, как мне нравится. В холодильнике он размораживается в течение 7 часов, прежде чем его резать. И у меня есть еще время, чтобы его оформить. По моей задумке у меня будет задний план у тортика, и мне необходимо его сделать. Делать я буду из пеноплекса задний план. То есть это тот же самый пеноплекс, из которого я делаю подложки для всех тортов. Он очень устойчивый, не гнется. И, кстати, идеально подходит для велюровых тортов. Кусок пеноплекса я просто обтяну мастикой для обтяжки и буду на нем рисовать. Рисовать я буду водорастворимыми красителями той же фирмы. Просто разбавляю краситель водкой, чтобы влага быстрее испарялась на мастике. Вот такая вот картина у меня получилась, которую потом именинница сможет оставить на память себе. Теперь нам нужно этот задний план прикрепить к подложке, к основной. Прикреплять я буду с помощью шпажек. Просто протыкаем с обратной стороны заднего плана, и шпажка будет входить полностью в подложку в основную. Излишки обрезаем. Главный герой моего торта это будет черт, который украл полумесяц. Это самый узнаваемый герой из этой повести, и он присутствует практически во всех сценах. С него начинается рассказ, и не без его участия он заканчивается. Фигурка у меня будет на проволочном каркасе, лепить я буду из мастики принцесса. Готовую фигурку я буду окрашивать кондурином черного цвета. Полумесяц, который будет главный герой держать в руках, я буду делать из мастики для обтяжки. Вот такой чертик у меня получился, с таким вот виноватым выражением лица, нашкодивший. И теперь мне нужно фигурку переместить на торт. Проволочный каркас должен будет проткнуть не только весь торт, но и подложку. Тем самым он будет зафиксирован уже на подложке. Делаю заранее отверстие шпажкой, чтобы знать, где какая нога у меня будет находиться. Я специально не делала ему нижние копыта, так как подразумевается, что он у нас в снегу застрял. По снегу он идет. В качестве снега я еще буду использовать меренги. Просто разломаю их и уложу прямо на торт. На слегка смоченную поверхность я укладываю еще мешки. Они также из мастики сделаны. Они будут дополнять как бы наш торт.
И еще уложу сладкую вату. Но в холодильник уже мой торт отправляться не будет. Мы сразу поедем на праздник дарить имениннице и, надеюсь, сразу же его и съедим. Так как сладкую вату вообще в холодильник опасно класть, она там растает. Вот такой вот необычный торт получился сюжетный. Наши именинницы уже наскучили банальные цветы на торте. А так тортик получился с юмором. Кстати, у моей мамы все отлично с чувством юмора и большая любовь к литературе. Я надеюсь, ей понравится. Я, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого доброго.